Сегодня я расскажу вам о том, как можно привести в порядок мысли в голове, следуя всего лишь нескольким простым правилам. Далеко не всем удается содержать дом в чистоте и порядке. Пыль очень быстро оседает на мебель. Не всегда хватает времени, чтобы разложить предметы одежды по своим местам. Но хозяева беспорядка постоянно находят, как им кажется, уважительные причины его возникновения. Некоторые люди считают, что наведение порядка – это просто трата времени, которое всегда можно провести более интересно и увлекательно. Можно значительно сократить время на уборку, если в доме будет как можно меньше ненужных вещей, от которых многие не спешат избавляться, а наоборот приобретают новые. Когда все вокруг на своих местах и нет ничего лишнего, мысли в голове становятся упорядоченными, а сознание более ясным. Поддерживать порядок в доме не составит особого труда, если следовать нескольким правилам. Первое из них – каждое утро заправляйте постель. День начинается с утра, а ежедневный порядок с кровати. Возьмите за правило каждое утро приводить ее в опрятный вид. Ведь кровать – это главный элемент мебели в вашей спальне. Можно украсить ее с помощью симпатичного покрывала, что придаст еще больше уюта. Неубранная постель всегда создает впечатление общего беспорядка во всей комнате. Второе. Не оставляйте немытую посуду. Мыть посуду, конечно, менее приятно, чем ее вымазывать. Поэтому многие не утруждают себя вымывать ее сразу после еды. Накопленная за день грязная посуда способна испортить не только внешний вид кухни, но и настроение хозяев. Остатки засохшей еды сделают нелюбимый процесс мытья еще более длительным. Пусть это станет для вас главным ритуалом после каждой трапезы, и воспринимайте его как естественное продолжение приема пищи. А скрасить это занятие можно включением любой приятной музыки. Третье. Следите за порядком на кухонном столе. Для огромного количества людей кухня – любимое место в квартире, и проводят они там значительную часть своей жизни. Именно так на кухонном столе могут образовываться целые залежи различных предметов, которым вовсе не место на кухне. Очень часто там можно встретить регулярно принимаемые лекарственные препараты, книги и периодические издания и даже рабочие бумаги. Если избавиться от привычки оставлять подобные вещи на кухне, то и процесс приготовления пищи станет приятнее, не говоря уже о самих трапезах. Четвертый пункт. Раскладывайте вещи по местам. Чтобы каждое утро начиналось с хорошего настроения и в убранной квартире, нужно еще с вечера разложить все вещи по своим привычным местам. Тогда в утренней суматохе вам не придется тратить лишнее время на разыскивание необходимых вам предметов. Ведь всем нам в детстве родители старались привить эти навыки, но повзрослев, многие не считают нужным их выполнять. Хотя это абсолютно не обременительно и не отбирает много времени. Пятый пункт. Избавляйтесь от лишних и ненужных вещей. Беспорядок там, где всего много. Его очень просто устранить. Если полки ваших шкафов заполнены до отказа, а половина лежащих на них вещей уже давно не востребованы, то необходимо провести инвентаризацию, перебрать все вещи и, не раздумывая, избавиться от ненужных. Шестое. Не собирайте макулатуру. Порывшись в тумбочках и ящиках столов, многие найдут там целые архивы бумаг, которые давно не представляют никакой ценности. Привычка сохранять старые квитанции и чеки об оплатах, различные инструкции, газеты или журналы способствует лишь скоплению бумажного мусора. Для хранения важных документов лучше выделить отдельный ящик стола и периодически проверять его содержимое, освобождаясь от бумаг, утративших свою ценность. Старайтесь на месте сортировать почту, чтобы сразу избавиться от рекламных брошюр и листовок. Таким образом, макулатура не будет накапливаться в вашем доме. И последний пункт этого рейтинга. Не нужно откладывать на потом. Иногда откладывание выполнения той или иной домашней работы на потом способствует быстрому образованию беспорядка. А если это входит в привычку, то обязательно приведет к хаосу и загромождению жилищного пространства. Незатравленная постель, невынесенный вовремя мусор, отложенная стирка, гора немытой посуды – это все результат привычки откладывать на потом. Возьмите за правило выполнять все это своевременно, и порядок навсегда поселится в вашем доме. И самое главное, не приобретайте лишнего, чтобы не пришлось от него избавляться. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо всем, кто заинтересовался темой и посмотрел видео до конца. Буду очень признательна, если поддержите видео лайком, а канал подпиской. Всего всем доброго!